Такая у нас сегодня погода. Льет дождь с самого утра. Ну, ночью лил. И сейчас продолжает лить, и еще на улице ветер. Я планировала выйти прогуляться, но я даже не знаю по такой погоде, есть ли в этом смысл. А пока есть немного времени, села чуть-чуть поработать, написать одну статью. Хотя сегодня у меня официальный выходной, и надо бы отдыхать. Но как говорят, что зарплата зависит от трафика, я в этом, правда, уже не уверена, судя по последним месяцам, что я получала. Ну, все равно надежду не теряю, что что-то заработаю больше, чем обычно. А это мне сейчас очень нужно. И это будет темой сегодняшнего выпуска. Привет, друзья! Меня зовут Саша, и это канал «Мечтательница у моря». Сегодня я в домашнем формате. На улице погода зимняя, льет дождь и будет лить до самого вечера. Сильный дождь, еще и ветер с порывами. Ну, то есть вообще не вариант гулять или как-то перемещаться по городу. Я хотела поговорить сегодня в экономии. Ну, я проснулась вчера, посмотрела на свои балансы банковских приложений и поняла, что, собственно, праздники закончились и пора экономить. Нет, все есть. И деньги есть. Но просто их катастрофически мало. И следующая зарплата не скоро. У меня очень большая нагрузка обязательных платежей. Я достаточно много плачу за аренду квартиры, плачу за интернет и мобильную связь, плачу по каким-то там небольшим кредитам, рассрочкам точнее. Получается, что если в нормальной ситуации обязательные платежи должны составлять где-то 30% от дохода, у меня это примерно 50%. Еще еду я тоже всегда посчитаю. И вот еда у меня отдельный пункт, потому что, как выяснилось, я на нее стала тратить достаточно много, когда стала жить одна. Я покупаю всякую фигню. Вот покупаю всякую фигню, это отдельный пунктик. Многие считают, что там, когда ты работаешь в офисе, ты там постоянно тратишься на кофе. У меня тоже такой период был. Когда ты работаешь из дома, ты постоянно тратишься на всякую вкусняшку, которую тебе хочется. Я люблю онигири, я могу их заказать, хотя, по сути, это, тот же рис с тунцом. Я могу это сделать сама, но не делаю. Я часто покупаю в Магните маленькие смузи, которые там стоят 100 рублей, 120 рублей за маленькую баночку. Хотя на эти же деньги я могу купить килограмм или даже больше бананов. Короче, от такой фигни я решила отказываться. Делать потребление более разумным и экономным, конечно же. И надо понимать, что я стремлюсь к тому, чтобы понемногу откладывать деньги, потому что моя подушка безопасности после поездки во Вьетнам немножко уменьшилась, и теперь мне нужно вернуть ее в нормальное состояние. После того, как я верну ее в нормальное состояние, мне нужно как-то еще и копить. Ну, либо делать это параллельный процесс. Чуть-чуть накопить, чуть-чуть на подушку безопасности. Что я имею в виду, когда говорю о подушке безопасности? Это деньги, которые потребуются внезапно, например. Они просто лежат, например, они сейчас лежат у меня на вкладе, я могу их забрать. Конечно, я потеряю там небольшой процент, но там совсем небольшой, у меня выплата каждый месяц. Деньги, которые в обороте, они всегда лежат на накопительном счету и тоже приносят свою микрокопейку. Есть деньги, которые я вкладываю в долгосрок, это инвестиции, там совсем немного, но эта цифра постепенно растет. Вот такие мысли у меня в январские праздники. Что я сделала для того, чтобы подумать о том, как мне экономить? Написала список, сделала такую вот табличку, в которой расписала, когда у меня есть платежи обязательные и когда есть поступления. Некоторые платежи я уже сделала, например, там оплатила домашний интернет. Некоторые еще мне предстоит, например, оплатить мобильный телефон. Чтобы вы понимали, в целом это чуть меньше, чем 2000 рублей в месяц. И это достаточно много. Я отложила деньги на аренду жилья.
Предстоит еще 2 платежа в этом месяце по сплиту. И это тоже примерно 3000 рублей. Кажется, что немного, но вот это вот по копеечке, по копеечке, по копеечке, и оно складывается в приличную большую сумму. Я стала вести список того, что мне нужно, накидала вот так вот хаотично, что мне нужно купить из продуктов. То есть я решила, что я не буду теперь покупать то, что мне хочется спонтанно в магазине. Буду планировать свой рацион и все остальное. Чего другого лишнего не покупать. Не знаю, насколько получится этот эксперимент, насколько он удастся. Хотела снимать каждый день, чтобы считать, на что идут траты. Но думаю, что это будет не очень. Лучше просто подведу итоги через месяц. Удалось или не удалось. Короче, начинаем. 4 января. Посмотрим, что будет через месяц. Я расскажу о своем эксперименте. Удалось или не удалось мне отказаться от спонтанных покупок. Интересно ваше мнение. Как вы смотрите за бюджетом? Как вы планируете его? Планируете ли вообще? И как у вас вообще строятся вот эти все траты? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Удается ли экономить? Какой процент ваших трат обязательные платежи? Особенно мне интересно мнение тех, кто так же, как я, снимает жилье. Короче, такая вот тема. Продолжаем грустить, глядя в мокрое окно. И будем смотреть какой-нибудь фильм, пить вкусный чаек и просто отдыхать. Всем пока-пока. Спасибо за внимание. Лайки, комментарии, подписки. Вот такая дребедень. Целый день.